Привет! Рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня мы пишем уже третий месяц, март, море в цветах марта. Это моя палитра на сегодня. Хочу еще сказать спасибо огромное, что поддерживаете меня во всех соцсетях, что пишете свои комментарии к видео, свои ощущения к месяцам. Я все читаю, мне это важно. Следующие два сюжета достаточно сложные для меня, и сегодня я хочу показать, как чистые яркие цвета января и февраля переходят в более глубокие, темные, такие волнующиеся оттенки. Хочу показать, как яркие чистые оттенки уходят на второй план и появляется буря. Сейчас я закладываю цвета. Опять-таки помним, что я никогда не рисую так уже финальную проработку, допустим, небо, пока у нас есть белый холст на картине, поэтому сначала я все прямыми цветами, возможно, где-то уже смесью, заполняю наш холст. У горизонта я заложила чистую королевскую голубую, как ощущение двух вот этих ярких зимних месяцев чистых, что они уходят, что они уже на дальнем плане, их почти не видно, их будет застилать даже, наверное, дождь. Сейчас я буду дальше закладывать темное облако, как раз таки такое штормовое облако. Здесь я использую фиолетовый плюс индиго, где-то примешиваю королевскую голубую для светлых просветов. И чем выше к краю картины я буду подходить, тем больше я буду закладывать светлых цветов. Потому что для меня штормовые вот такие облака, они не бывают без контрастных светлых цветов. Мне кажется, это красиво, это придает объема картины. И я буду также переходить на петербургскую розовую, на неаполитанскую. Мне кажется, вот вверху должен быть свет, должна быть надежда. Но по ощущениям это последний месяц, где можно использовать цвета зимы. Для меня фиолетовый, розовый — это все цвета, скорее всего, зимы. И дальше уже будет прямо месяц такой более темный, серый, даже, наверное, без каких-либо цветовых акцентов. Хотя посмотрим, потому что все-таки в апреле у нас все начинает цвести, хотя бы как минимум расцветать немножечко, набирать силу. Поэтому, возможно, где-то в виде солнце вдалеке. Возможно, я еще не придумала. Обычно у меня все приходит во время рисования, то есть в этих месяцах я особо не использую референс, у меня есть некая насмотренность, и я уже, можно сказать, фантазирую, конечно. Некоторое время назад я увлекалась очень штормовыми картинами, мне до сих пор они кажутся очень волнующими и захватывают мою душу, и я, правда, очень люблю данный сюжет, поэтому рисовать такие картины мне доставляет намного больше удовольствия. Я набрала цвет нашего неба, пока что условный, без какой-либо формы. Беру тушевочную кисточку и все это дело тушую в идеальный градиент, с которым можно уже будет работать и закладывать далее облака. Так как тушевочная кисточка вбирает в себя предыдущий цвет, она немножко тонирует мою чистую королевскую голубую, и как бы она органично входит в картину, не так сильно выделяя, наверное, дальний план. Далее плоской кисточкой я слегка разделю наш верх, где-то затемню, где-то наоборот добавлю более розовых цветов в верхушку наших облаков. Но опять-таки я не делаю финальную прорисовку, пока не заполню воду. Поэтому я слегка добавлю оттенков, возможно, там света или, говорю, более розовых. Они почему-то мне там необходимы зрительно. Вот, и далее начну заполнять воду.
В темных участках я добавляю более светлых просветов. Я на самом деле даже не смешиваю краски на палитре. Я просто кисточкой, грубо говоря, тыкаю в голубую краску и сразу перехожу на холст. Так как краски на холсте сырые, они прямо на картине смешиваются друг с другом. Получается нужный оттенок, и я могу даже не использовать тушевочную кисть. Заполняю пространство нашей воды. Здесь у меня смесь индиго плюс немножко королевской голубой. Чистое индиго я оставляю для самых темных моментов на воде, поэтому сейчас я его не использую. Подхожу полностью к горизонту, заполняю все боковые стороны. И так как я не использовала чистый индиго, это моя самая темная краска, я чистой кисточкой набираю немного краски и намечаю две ближние к нам большие волны. Море хочу сделать очень неспокойным, даже сделать пену на воде. На дальнем плане я на самом деле покрываю индиго просто в разброс много-много полосок, чтобы сделать имитацию волн на дальнем плане, а линию горизонта растушевываю тушевкой, чтобы она ушла вдаль и не такой сильной очерченной линии была. Кстати, такой способ тушевки линии горизонта помогает его очень сильно выровнять. То есть, если у вас с этим проблемы, быстро-быстро несколько раз проведите тушевочной кисточкой, и вы увидите, что линия стала такой бархатной и более ровной. После того, как я узнала цвет своей воды, который я выбрала, я начинаю прорабатывать небо. То есть я опять вижу, что я хочу его более затемнить, сделать более темным и, наверное, избавиться от такого количества фиолетового и уйти больше в индиго. Когда я рисую облака, я пользуюсь двумя кисточками. Одной кисточкой набираю мазки, а второй кисточкой для тушевки, но более маленькой, их немножко приглаживаю. То есть, посмотрите, я меняю все время кисточку на маленькую розовую. Это как раз моя маленькая тушевочная кисточка. И все мазки я стараюсь слегка приглаживать, то, чтобы они плавно входили в картину. В темных участках неба хочу сделать небольшие просветы голубого цвета, как некая надежда, что за этой бурей есть чистое, прекрасное голубое небо. Надо только лишь переждать и насладиться даже вот этим состоянием, этим моментом. Поэтому добавляю их в темные участки и где-то даже в край картины, в светлые, в розовые, в желтые, что там тоже есть просветы голубого чистого неба. Чем ближе к горизонту я буду подходить, тем темнее буду делать облака. И с правой стороны я сделаю имитацию дождя у горизонта, немножко такую размытую, поэтому накладываю мазки по косой, по диагонали и слегка их притушевываю вниз. Первый слой, когда делаю имитацию дождя, люблю делать это пальцами, именно стягивать краску с облака вниз до горизонта, и она как бы под пальцем сама смешивается, и получается не такая нужная мне размытость. После я кисточкой возвращаю вверх облаков, точнее вот низ облаков перед дождем, и также стушевываю горизонт, чтобы как бы выровнять нашу линию. Когда рисуешь дождь, можно это делать бесконечно, потому что где-то хочется, чтобы он был более прозрачный, где-то прямо накладываешь темные мазки, потому что когда у нас идет дождь у горизонта, мы видим не равномерное такое темное пятно, а оно на самом деле имеет разные оттенки, где-то льет сильнее, где-то меньше, поэтому и мазки, соответственно, я где-то уплотняю, а где-то оставляю еле-еле видимые. И тут можно
остановиться, перестать его набирать только когда вас зрительно устроит. То есть никто не скажет вам, что вы слишком много набрали, либо же вы не добрали, это не похоже на дождь. А главное, чтобы нравилось вам. Поэтому говорю, что море можно рисовать, точнее дождь можно рисовать бесконечно. И я, например, вот в какой-то момент пойму, что мне недостаточно силы и мощи этого дождя, и я еще наберу более темных цветов. Мне так нравится. Мне так нравится. Перехожу к заполнению воды, начинаю набирать более светлыми оттенками, опять разбрасываю множество линий, как у нас вот они набираются в первую волну, и за волной тоже добавляю больше светлых оттенков, чтобы показать, как набирается вторая волнушка, и сразу же покрываю неким таким барашком, пенкой на пике нашей волны. Пока без какой-либо сильной прорисовки, я просто немножко себе помогаю понять форму, какую будет, потому что здесь я ее придумала абсолютно сама. Хочу сделать вторую волну, которая уже такая, знаете, набрала свою силу и уже падает к нам пеной, заворотом вот таким вот. То есть мы видим в моменте этот кусочек. И на переднем плане начинаю набирать пену. Именно пена, которая идет по воде. Пена у меня всегда это такие более плотные закрасы белой краски. Белая, естественно, смешивается с нашей подложкой. Белым она не будет. И я делаю такие более толстые островки белой краски. И между ними тонкие-тонкие нейронные, грубо говоря, связи, которые соединяют эти участки белой краски. То есть делаю плотный мазок белой краски. От нее в разные стороны такие тоненькие-тоненькие линии. И снова мазок белой краски. И вот этой сеточкой заполняю весь ближний к нам план. Чем меньше формат картины, тем менее прорисована будет ваша сеточка. То есть на таком маленьком квадратике, это, по-моему, 20 на 20, особо не прорисуешь эту сетку. При этом, если вы берете большую картину, вот там уже нужно будет прямо-таки посидеть над всеми кусочками, над всеми промежутками между белой краской. Сейчас это все очень условно. На дальнем плане у нас с вами голубое небо, оно будет отражаться в нашей воде, поэтому раскидываем множество мелких полосочек, очень таких ровных, прямых, потому что чем дальше от нас вода, тем меньше изгибов мы в ней видим. Раскидываем множество мелких полосочек голубого цвета, и когда у нас появится тень глубокая на воде, это добавит объема. Со цветом я более-менее разобралась. Теперь вытягиваю краску из кисточки влажной салфеткой, беру чистую индиго и самым темным цветом себе прямо очерчиваю глубину этих волн, то есть затемняю, работаю только с тенью. Мне кажется, это очень сильно сейчас оживит картину, и появится прям волна одна за другой. Будет видно, что они уходят в перспективу, их там много, что сильный ветер. Ну, по крайней мере, люблю очень темные глубокие цвета в штормовых морях. Приближаюсь к финалу картины, это значит, что можно уже работать чистым, опять-таки белым, обновлять там, где он смешался, добавлять каких-то бликов, возможно, брызг. Вот планирую сейчас этим как раз-таки заняться. Обновляю цвет на пене, обновляю цвет на верхушках, на пиках наших волн. И сейчас будем делать с вами брызги специальной кисточкой, щетиной, грубой, сухой. Набираю белую краску с каплей разбавителя, делаю так, чтобы она как бы брызгала, как в детстве щеткой брызгали. И вот на пиках, где нужно, либо на завороте волны, я делаю как раз-таки вот этот выброс кисточкой более естественных брызг, и потом дорабатываю их уже кисточкой. Много не нужно, но чуть-чуть, мне кажется, это делает более живой
воду. Ну и осталось мое самое любимое — подписать работу и повесить ее к остальным картинам. Таким был март. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как вам, откликается ли. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Впереди у нас с вами еще очень много месяцев и разных сюжетов. Ну и спасибо за просмотр. Увидимся в следующем месяце.